Эта реальная история произошла несколько лет назад в Южной Корее. Одинокий старик спас от верной смерти маленького дикого поросенка и собственноручно его выкормил. Зверь вырос, превратился в огромного дикого кабана и стал настоящим приемным сыном и верным другом для своего спасителя. В живописной корейской деревне Ванчжу, находящейся среди холмов и рисовых полей, жил пожилой мужчина по имени Ким Сун Хо. Он был вдовцом и одиноким стариком, чьи дети давно разъехались по большим городам в поисках лучшей жизни. В свои 70 с лишним лет дедушка Ким вел размеренный сельский быт в скромном домике на окраине деревни. Каждое утро старик вставал на рассвете и отправлялся в лес за хворостом для очага. Однажды, собирая валежник, он вдруг услышал жалобный писк и отправился на звук. В зарослях дедушка Ким обнаружил крошечного дикого поросенка, запутавшегося в ветках и траве. Бедняжка явно отстала от семьи и заблудился в лесу. Сердце старика не выдержало этого душераздирающего зрелища. Он осторожно освободил детеныша и решил забрать его к себе домой, чтобы там выходить. Так в небольшом старом доме появился новый постоялец – крохотный дикий поросенок. Поначалу поросенок жался в уголке и трясся от ужаса, когда к нему пытались прикоснуться, но доброта и забота дедушки Кима вскоре помогли ему обрести доверие. Старик назвал его Хон Буки, что на корейском означает «счастье». С каждым днем Хон Буки становился все более ручным и привязанным к своему спасителю. Он семенил следом за дедушкой, куда бы тот ни пошел, резвился на заднем дворе и уже без всякого страха позволял брать себя на руки. Поросенок рос не по дням, а по часам на радость своему хозяину. Когда Хон Буки окреп и подрос, у дедушки Кима начались первые проблемы. Любопытный поросенок шнырял по всему дому, обнюхивая каждый уголок. Он опрокидывал вещи, ронял банки и коробки, пытаясь исследовать все вокруг. Тогда старик решил приструнить своего питомца и начал обучать его командам, словно верного пса, к удивлению дедушки. Хон Буки оказался поразительно смышленым и сообразительным учеником. Он быстро запоминал команды «сидеть», «лежать», «ко мне» и даже выучил необычный трюк – кланяться перед едой. Хозяин награждал успехи поросенка вкусными лакомствами, и это вскоре сделало Хон Буки самым послушным питомцем во всей округе. Прошли годы, и связь между дедушкой Кимом и его необычным другом лишь крепла. Они стали неразлучны, повсюду ходили вместе. По деревне регулярно прогуливался удивительный дуэт – пожилой человек и огромный кабан, семенящий следом и выполняющий команды своего хозяина. А иногда Ким даже садился верхом на своего огромного питомца и ехал на нем словно на скаковой лошади. Жители Ванчжу со временем привыкли к этому зрелищу и с улыбкой приветствовали своих знаменитых земляков. Однажды на ежегодном праздновании дня урожая дедушка Ким решился на смелый шаг. Он вывел Хон Буки на главную сельскую площадь и устроил настоящее шоу. Под восторженные возгласы зрителей умный кабан продемонстрировал все свои трюки. А когда заиграла бодрая музыка, Хон Буки и вовсе пустился в пляс, забавно переваливаясь с боку на бок. После этого выступления слава о дрессированном кабане дедушки Кима разнеслась по всей стране. К нему стали приезжать репортеры и телевизионные съемочные группы, желающие взять интервью и запечатлеть необычный талант Хон Буки. Старик с гордостью рассказывал о своем любимце, демонстрируя его трюки и объясняя, как он терпеливо обучал его всему. Со временем Хон Буки продолжал расти и набирать вес. Он стал поистине гигантских размеров, около 2 метров в длину и под 300 килограммов весом. Громадный кабан с трудом помещался даже во дворе, не говоря уже о доме. Но дедушка Ким даже и не думал расставаться со своим любимцем, ведь они были неразлучны. Однако через некоторое время дедушка стал замечать тревожные перемены в поведении Хон Буки. Его всегда жизнерадостный и энергичный питомец
Вдруг стал вялым и апатичным, потерял аппетит и перестал слушаться команд. Озабоченный хозяин пригласил ветеринара из ближайшего города, чтобы тот осмотрел кабана. После осмотра специалист вынес неутешительный с Хонбуки, все было в полном порядке физически, но дело было в другом. У него развилась глубокая депрессия из-за одиночества. Дело в том, что кабаны – очень социальные животные, им жизненно необходима компания себе подобных. Дедушке Киму ничего не оставалось, как искать подругу для своего любимца. Поиски подходящей невесты для Хонбуки заняли несколько месяцев. Дедушка объехал все фермы в округе, пока, наконец, на одной из них не обнаружил молодую красавицу-свинку по кличке Коми. Продавец уверил, что она идеально подойдет для его гиганта-кабана. Радостный старик поспешил домой, чтобы подготовить все к встрече Хонбуки с его будущей подругой. Дедушка Ким тщательно привел в порядок весь дом и выскреб внутренний дворик от каждой соринки. Он даже надел своему питомцу на шею яркий праздничный бант, чтобы произвести впечатление на Коми. Когда все было готово, за ней отправился грузовик. Сразу после прибытия к Коме Хонбуки отнесся к ней настороженно. Он принюхивался, хрюкал и кружил вокруг незнакомки. Но вскоре животные тщательно обнюхали друг друга и резво побежали вместе по двору, весело поднимая клубы пыли. Сердце дедушки Кима учащенно забилось от радости при виде этого трогательного зрелища. Его Хонбуки, кажется, нашел свою вторую половинку. Старик терпеливо наблюдал за новоиспеченной парочкой, ожидая дальнейшего развития событий. К счастью, его опасения быстро развеялись. Хуми и Хонбуки вели себя так, будто они знали друг друга всю жизнь. Они игриво бодали друг друга, катались по земле и с хрюканьем носились по двору, радуясь новому знакомству. Дедушка Ким впервые за долгое время видел своего любимца таким оживленным и довольным. В последующие дни хозяин бережно ухаживал за обоими питомцами. Он сытно кормил их, чистил загон и с умилением наблюдал за их совместными играми и забавами. Ветеринар был прав. Присутствие подруги буквально воскресило Хонбуки. Его аппетит вернулся, он снова стал послушным и активным. Прошло еще некоторое время, и в один прекрасный день ветеринар после осмотра к Коме сообщил дедушке Киму радостную новость. Его новая питомица была беременна. Старик просиял от счастья. Он будет не только самым гостеприимным хозяином для своих диких кабанов, но и лучшим кабанием дедушкой. Вся деревня Ваньчжу гудела, обсуждая грядущее пополнение в семействе дедушки Кима. Прохожие то и дело заглядывали во двор, желая украдкой взглянуть на Коми и ее растущий животик. А сам старик каждый день навещал своих питомцев и следил за развитием беременности. Наконец, в один солнечный апрельский денек у Коми начались роды. Дедушка Ким вместе с ветеринаром несколько часов дежурили возле роженицы. Хонбуки крутился рядом, обеспокоенно хрюкая. И вот, после долгих мучений, на свет появились первые крошечные поросята. За ними последовали еще несколько малышей. Всего Коми родила 9 здоровых детенышей, 5 женского пола и 4 мужского. Это было настоящее чудо. Дедушка Ким и ветеринар принимали новорожденных, вытирали их и заворачивали в теплые пеленки. Счастливый хозяин не мог налюбоваться на это зрелище. Ради таких моментов стоило пройти через все заботы и волнения. Когда поросята поочередно были уложены рядом с Кхоми, она с гордостью обнюхала каждого, а Хонбуки бережно обходил своих детенышей по кругу. В тот день вся деревня Ваньчжу была на ногах. Жители сбегались поздравить дедушку Кима с прибавлением и взглянуть на новорожденных поросят. Детвора заглядывала через ограду и умилялась при виде этой трогательной семейной идиллии. Через несколько недель малыши окрепли и начали исследовать окрестности под присмотром родителей.
Поросята бойко сновали по двору, ничего не боясь, ведь рядом были самые заботливые мама Кокоми и папа Хонбуки. Дедушка Ким был вне себя от счастья, видя, как его когда-то одинокий питомец обзавелся целой семьей. Он с радостью помогал Кокоми присматривать за поросятами, лелея каждого из них как родного внука. Пожилой мужчина решил, что не сможет расстаться со всеми поросятами. Поэтому 4 малышей он оставил у себя, а остальных 5 раздал соседям по деревне. Теперь целая стайка бегала за ним по пятам, когда он выходил из дома. Прошло еще немного времени, и поросята стали совсем самостоятельными. Под чутким руководством родителей они обучились основным командам и впитывали все на лету. Иногда даже начинало казаться, что потомство Хонбуки переняло способность танцевать у своего звездного отца. Теперь, гуляя по деревне, дедушка Ким выглядел еще более необычно. Впереди с важным видом вышагивал его самый первый и самый любимый питомец Хонбуки. Следом семенила Кокоми, окруженная со всех сторон бойкими поросятами, напоминая курицу с цыплятами. Эта яркая процессия вызывала невероятный восторг у детворы и умиление у взрослых. Все жители Ванчжу уже привыкли к вечно сопровождающей дедушку Кима свите и искренне радовались такому зрелищу. Каждый ребенок мечтал в будущем тоже завести дружбу с диким животным. Так и жила эта дружная семья, наполняя будни тихой деревушки добротой и любовью. Дедушка Ким был благодарен судьбе за то, что он когда-то решил приютить Хонбуки. Его одинокая старость стала гораздо радостнее в окружении верных друзей и родных душ. А некогда дикий кабан обрел надежный дом, любящую семью и, самое главное, истинное счастье. Эта трогательная история о самоотверженной доброте и преданной дружбе доказывает, что порой самые прочные узы возникают между совершенно разными существами. И если относиться к окружающим с заботой и вниманием, то жизнь обязательно наградит тебя, подарив гораздо больше, чем ты когда-либо мог мечтать. Для дедушки Кима и его большой кабаньей семьи это стало девизом на все времена.